Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Разумеется, здесь только подробные обзоры. И здесь вы сейчас видите, как может снимать Samsung A55 получается, без чехла, без защитной пленки, с последней прошивкой 11 апреля. Только что я делал подобный обзор на Xiaomi 14 Ultra. У меня, в принципе, обзоров, наверное, штук 50 на подобные смартфоны, поэтому пишем «продолжай». Не пишем, как мне обычно первые комментарии идут: тебе надо постричься, поменяй рубашку, поменяй очки, еще что-нибудь. Это техноблогинг, и вы смотрите не людей, а смотрите, как снимают смартфоны. Это я вам спойлернул. Канал про железки. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. 452 тысячи подписчиков, возможно, когда вы смотрите, он уже больше. Если говорить про структуру моего канала, повторяю, что мне интересно. Вот сейчас ультра ширик, разумеется, фронталка. Все это может делать Samsung совершенно свободно, за что ему огромное спасибо. Но мы с вами не для этого собрались, не для моего самопиара, а для того, чтобы оценить, насколько хорошо он может снимать. И сразу Xiaomi 13T Pro за 49 тысяч сегодня это просто суперский смартфон. А подождите, это не из обзора. Короче, в телеге скидок сейчас на Яме у меня за 49 тысяч есть Xiaomi 13T. Не знаю, почему он через неделю показывает еще из таможни. И вот этот смартфон, он рядом не лежал, разумеется. Но Samsung красивый. Почему я говорю красивый? Потому что основная прерогатива людей, которые пытаются его продавать, это рассказ про то, что тыльная часть классная, хотя бы спрячьте ее в чехол. А фронтальная часть имеет рамки по 6 мм. Я не знаю, в какой вселенной люди живут, которые радуются этому, но не будем. У меня же миссия рассказать и для тех, кто собирается покупать, и для тех, кто собирается найти альтернативу. Так вот, в этом смарте с комплекте не идет ничего, только кабель и бумажки. То есть, по большому счету, даже если бы что-то шло, вы же понимаете, что здесь зарядка на 25 ватт, и заряжается он в среднем плюс-минус 1,5 часа. Вот такой вот 21 век у нас. Это даже не А35, А35 я, к слову, тоже купил. Если говорить о смартфоне в целом, его рамки вводят в ступор. Как мне правильно говорят, где ты найдешь смартфон с металлической рамкой на рынке за эти деньги? Я даже комментировать не буду, я могу сказать, что я докину 2000 за чехол и куплю металлический чехол для любого смартфона, какой мне нравится. Помните, как у OnePlus были? И все. Потому что с этими металлическими рамками вы очень сильно вряд ли его будете носить. Но к чести Samsung, начнем с комплекта, я уже рассказал, начнем с экраном. У него просто безумный шим. Больше 100%. Подождите, это не к чести. У него яркость высокая, но шим космос. И как многие, опять же, продавцы, меня это вообще умиляет. Они говорят: ты понимаешь, что в Европе и Америке на шим не обращают внимания блогеры? Ну, а почему вы тогда смотрите русских блогеров, которые обращают внимание на все? Наверное, потому что у них есть альтернатива, они могут пойти и взять за там $50 в рассрочку смартфон вместе с сотовой, получается, связью, и все. У нас таких прелестей очень мало. В основном, конечно же, берут яблоки. Если говорить, или, допустим, те же пиксели, когда ты покупаешь, ты можешь вернуть через месяц, если тебе не понравилось. То есть у них flexible рынок на уровне 100. И сравнивать, как люди заморачиваются, ну, вы что, купите А55 через месяц придете и скажете: мне он не понравился? Очень сильно сомневаюсь. В общем, в целом, если вы не верите в шим, хорошо, значит, у вас много глаз. Повторяюсь, у меня единичка зрения, я ношу очки для того, чтобы было смартфону тяжелее, и плюс чем-то отличались ролики. Это ультраширик модуль, X2 и максимальный зум у нас X10. Смарт-стилевик, покажу вам, что у нас с фронталкой и смартом снова. Так вот, яркости ему хватает. Экран просто с безумными рамками, нереальными, и безумным шимом. Кто хочет записать это в плюс, запишите. Но реально, без сарказма плюс, здесь стекло. Оно покрыто Corning Gorilla Glass Vertu Plus, по-моему. Ну, неважно, чем покрыто. Смысл в том, что он у меня вылетел из кармана, а я его ношу без чехла и без защитной пленки. Он взлетел выше головы, потому что он скользкий. Упал на асфальт, проехался метров 6. И кроме как угол рамки металлической, у меня ничего не пострадало. Это не значит, что ваш смарт выживет этот дроп-тест. Это значит, что я в шоке, потому что почти все смартфоны, которые я знаю, сказали бы мне: Александр, из разряда там Asus'ов, тебе пришлось стрять на 40 тысяч рублей. А именно столько плюс-минус стоит данное устройство.
Если говорить про процессор, я даже в суе не хочу его название называть, потому что это Exynos с 700 тысячами баллами в Antutu, которых ты не ощущаешь, к слову, вообще. Как мне сказали, вообще не видно было в ролике, как лагает интерфейс. Зайдите на стрим, 2,5 часа. Я показывал, как работает этот смартфон. И сказать, что он работает плохо, это ничего не сказать. Что бы кто ни говорил, вот у меня есть на Snap S24 Samsung и на Exynos. На Snap, кстати, S24 Samsung почему-то намного более яркий. Кстати, вам повезло, и мы ходим, точнее Samsung, во время заката. И это значит, что смарт не погибнет от того, что ему солнечные лучи будут бить в сенсор. Ну и не надо. Почему? Потому что здесь у нас 4К 30 FPS. Лично я вижу пропуск кадров. Лично я его перехвалил в обзоре в сравнении видео по Samsung S24. Рядом он не лежал, к сожалению. Хотя, с другой стороны, если поставить на штатив и опять же вот отталкиваться от того, что у вас только эта сумма, и что-то с ней надо сделать, и вы по какой-то неясной мне причине решили выбрать именно Samsung, то да, нормальная съемка, очень даже хорошая. Фото вообще классное. Про видео, повторяюсь, у меня есть ощущение, что 4К 30 FPS, к сожалению, выдает великолепные не 30 FPS, а там где-то 24, где-то 26. Но об этом мы тоже не будем. Мы будем, знаете о чем? Я могу вам сейчас рассказать две вещи. Первую вещь. Он может переключаться с ультраширика на основу на фронтальную камеру в 4К 30 FPS. И вы скажете, ура! А потом я скажу, ну вы в основном будете снимать 1080p 60 FPS. И в 1080p 60 FPS он то же самое делать не может. Почему? Ответ простой. Exynos, как Буратино, знаете. Вот и вряд ли что-то поменяется. По поводу игр. Когда я смотрел Вилси, привет, я обожаю его. Это вот, ну, это уже мем. То есть Вилси это мем. У него делали обзор на А55. Всем, кто хочется посмеяться прям вообще вот в самой не балуйся, даже если вы интересуетесь смартфонами, ну не знаю, год, там полгода. Даже если вы школьник 6 класса, интересуетесь 3 месяца, посмотрите на А55. Там у человека А53 и А55 спокойно Genshin тянул на высоких настройках. Он вообще в Wreckfest не тянет. То есть А55 даже в Wreckfest не тянет. У него тормозит безумно оболочка. И вот эти 700 тысяч баллов, которые я пока бы вам сказал, вам их хватит. Здесь я говорю, они вообще не оптимизированы, не шутя, ни под что. И эти 700 тысяч в андроидах, я считаю, равняются где-то 4,5 сотням, 5 сотням максимум. То есть игры это точно не про этот смартфон, если вы не собираетесь только какие-нибудь 2D шахматы играть. Потому что в PUBG, разумеется, никаких 90 FPS нет, потому что он перегревается, яркость сбрасывает. Яркость сбрасывает при том в более-менее сильных играх довольно люто. Если легкие игры, то поедает всего там 18% заряда, тяжелые уже 30%. Но опять же, когда он сбрасывает яркость вам до 300 люксов, вы вот так вот делаете, понимаете, что 300 люксов Саша не просто так говорил, что это мало. И либо играете под одеялом дома ночью, чтобы у вас яркости хватало, либо ищите себе другой смартфон. Но, как мне говорят, смартфон не про игры. Этот смарт теперь у нас не про съемку. Как фото, он снимает фото классно. И теперь я возвращаюсь к следующей легенде. Есть ли смысл переходить с А53, А54 на А55? Конечно же нет. Есть смысл вместо А55 покупать А54, А53? Разумеется, да, чтобы озолотить продавцов. Потому что, ну и кто купит в своем уме А54 после того, как вышел А55? И, разумеется, если вы приобрели А54 за 26 тысяч, все, жир, цвет, блеск, красота, тем более, если вы приобрели его для того, чтобы делать фото. И забудьте об обновлении, я думаю, еще на года 3. Смысл менять на этот смартфон 0. То есть, если вам нужно лучше видео, вы его не получите. Лучше фото, это очень субъективно. В играх, конечно, дно. По внешке все тоже субъективно. Повторяюсь, вот это вот подход. Тыльная часть премиум, которую ты закроешь чехлом. И фронтальная часть, там, не знаю, года 17-го, 2017 ты такой, о, рамки, как я люблю. Только я напоминаю, что сейчас 2024 и за 7 лет, к сожалению, для Samsung экраны, даже самые дешманские у каких-нибудь Redmi A, стали уже лучше. И, ну, они, наверное, ну, не знаю, мне кажется, что они просто, им все равно купите. Вот. Но они, наверное, так думают. К чему еще хотел бы все это дело подвести? К тому, что зарядка медленная, 1,5 часа, шим космос, в играх 0, видео вы сами видите сейчас, притом у него максимально лояльные условия по способности его погружаться в воду.
топил, не умер, молодец смартфон. Звук а-ля стерео, ну по факту полуторка, потому что в роли основной динамик плюс смартфону, и я не шучу, это eSIM. Но можно использовать либо одну физическую симку, либо eSIM, либо две физические симки. Если говорить про мини-джек, инфракрасный порт, то ничего нет. Нету. Я все время смотрю на Коцку и хочу вам рассказать, что все-таки в плане противоударности я не знаю, как он выжил. То есть в этом смысле они прям мега крутые. Направленного микрофона нет. По поводу, кстати, инфракрасника я... Да, не вижу его. Но его и в обзоре не было. Я просто думаю, что, может быть, хотя бы его запихали. Мини-джека нет. Хотя бы его, но не запихали. Про... Еще что можно сказать? Про то, как он лежит в руке. Классно лежит широкий бесполезный смартфон, потому что там этой площади бесполезной очень много. Ну вот по рамкам. Подбородок есть. То есть, если говорить про рамки, они большие, так они еще и не симметричные. Вот. И все. Самое дорогое в устройстве, разумеется, всегда это что? Правильно, это экран. Что они сделали с экраном? Они ничего не сделали с экраном, сделали его ярким. Самое дорогое еще что? Процессор. Ну, про Exynos либо ничего не говорят, либо вообще ничего не говорят. В итоге, в сухом остатке, вы получаете смартфон, который многим будет по нраву, потому что они придут в магазин и с счастливым лицом его будут покупать. Но, опять же, смотря что за полтинник ты можешь купить уже на 12 256 на минуточку, потому что здесь у меня на 12 512 50 тысяч сейчас Xiaomi 13T Pro, который тоже не идеален, но все равно. И это абсолютно другого класса устройства, вот просто небо и земля по сравнению с Samsung. Если я ноги не переломаю, этот обзор вы увидите. Не забывайте прожать лайк, подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Вот. Пишите, где мне нормального хирурга найти, чтобы штифты в ногу вставить, если я сейчас здесь развалюсь. Первый раз хожу по такой штуке. Это на радость хейтерам, если... Или продавцам Samsung, как вариант. В целом, если купили, я вас поздравляю, классное устройство. Если не купили, я не понимаю, за что его покупать. Можете предложение написать мне в комментарии за то, что он не намного хуже, чем S24, если закрыть один глаз, а вторым моргать. Да. По фото классно, но много ли всего классного по фото? Pixel 6a, Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 8. Все, что дороже $200, где можно установить Google камеру и ваши прямые ручки и мозг. Вот. И все это неприятно вам слышать, разумеется. А мне неприятно говорить. Потому что после таких обзоров обычно подписчиков становится меньше, а у меня в основном такие обзоры. Напоминаю, что в основном подписывается больше всего людей на контрактные обзоры из разряда Infinix и Tecno. Ну и я реально прекрасно понимаю, почему миллионники их и гонят вот это вот. Ну, это выгодно. Опять же, для этого нужно, наверное, большую команду, потому что один человек не может рассказывать хорошо часто о железках, аж прокашлялся. Это все к месту не имеет значения. Но имеет значение то, что вы сейчас увидели, как этот смартфон может снимать. Вот. Прошивка последняя. Условия максимально комфортные. 4К 30 FPS все-таки для меня более интересно, чем 1080p 60 FPS. Но вы можете не согласиться. И давайте по поводу роллинг-шаттера. Стоп. Вот так. В общем, я думаю, что вам более чем хватит того, что я сделал. Надеюсь, что вы напишите простой комментарий «Продолжай», потому что даже если вам контент не интересен, мне кажется, только у меня есть такое количество топорных примеров, когда ты можешь все смартфоны сравнить за последние года два, просто по съемке по основному модулю с одним лицом и одним пейзажем. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное «да», но не для покупки. Добра и удачи вам, дорогие друзья.